Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо у Санчо. У меня сосед на днях зарубил барашка молодого и поделился вкуснейшим мясом. И я подумал, что же приготовить из него? И я вспомнил, что у меня практически нет на канале рецептов вкусных супов. Так вот, сегодня я приготовлю вкусный, хороший суп под названием шулюм. Друзья, данный суп готовится совершенно по разным рецептам. И в разных уголках мира готовят этот суп совершенно по-разному. Вообще, даже изначально кто-то говорит, что это суп охотничий такой. То есть его готовили из того, что было вот под рукой. И изначально, правда, это отваривалось мясо, либо говядина. И туда добавлялось лук, морковка, да потому что больше просто ничего не было. Это уже потом начали добавлять картошку и остальные ингредиенты, которые сейчас добавляют. Вот, кстати, ради интереса, напишите, как у вас называется данный суп. Я вот знаю то, что есть шурпа, шулюм. Они практически это... Вот шурпа и есть от него ответвление супов. То есть вот шулюм, я так предполагаю, что это та же самая, по сути дела, шурпа. И также сурбо, сурпа, шулюм, шулюн. Его везде называют реально по-разному. Вот напишите в комментариях, как у вас называют и чем же отличается от моего рецепта приготовления. Я сегодня обжарю именно все продукты. Его опять же готовить по-разному. Можно сразу же просто начать варить мясо, но обжаренное мясо и обжаренные овощи дадут более насыщенный вкус данному супу. Поехали же, посмотрим, что на столе. У меня здесь вот кусочки на кости именно барашкой. Тут есть и немного реберной части. И вот здесь вот косточка с мясом. В общем, так будет суп более наваристый. Есть картофель, его много не нужно, потому что, кстати, в переводе шулюм и близкий по назначению этого слова вообще это похлебка, суп, мясной бульон. Поэтому, если это мясной бульон, то продуктов добавляем мало, потому что это будет именно наваристый бульон. Картошка, морковь, чеснок, помидоры и лук. И первым делом я нарежу лук. Опять же, как хотите, так и нарезайте. Я по стандарту вот так вот полукольцами. Это все обжарится и будет очень хорошо. На казан я возьму 2 луковицы. И теперь нарезаем морковь. Я нарежу полукольцами. Сразу же бежим и обжариваем мясо. В разогретый казан добавляем небольшое количество растительного масла. Даем ему немного раскалиться. И по традиции смажем стенки казана. Отправляем сюда поджариваться мясо до золотистой корочки. 7 минуток зажарили мясо. Достаем его отсюда. И следующим сразу же отправляем сюда зажариваться лук. Пока обжаривается лук, подготовим сюда помидоры. Нарезаем помидоры как вам угодно. Если это именно охотничий суп, я не думаю, что люди заморачивались и резали, как они там, полукольцами, либо еще как-то. Я прям вот так вот достаточно крупно нарежу. Берем сюда 3 помидора. Я думаю, что в супы начали потом уже в наши времена добавлять именно томатную пасту. А здесь было все просто. Добавил помидор, нарезал. И очень вкусно. Очень... Вообще шулюм, шурпа, это очень калорийный, хороший такой нажористый суп. К обжаренному луку добавляем морковь. И все еще хорошо минутки 3 обжариваем. Можно немного посолить. Кстати, на удивление, в данный суп вообще из специй ничего не добавляется. То есть соль, перец и можно лаврушку. И к обжаренной морковке с луком добавляем помидоры. Все это хорошо мешаем. И даем обжариться еще 5 минут. Теперь добавляем сюда обжаренное мясо. И добавляем сюда воды. У меня ушло вот здесь 2,5, чуть больше литра воды. Теперь добавляем сюда черного молотого перца. Можно порошком, можно даже, в принципе, для ароматности добавить перец горошком. Добавляем сюда пару листиков лаврушки.
И добавляем соль. Потом попробуем. Если что будет не солено, досолим. Друзья, прошел 1 час. Пора закидывать картофель. Картофель я нарежу вот такими вот кубиками. Достаточно крупно. Берем чеснок и мелко его тоже вот на такие дольки измельчаем. Я попробовал, мясо уже достаточно мягкое. Отправляем сюда картофель. Отправляем сюда чеснок. И также сюда можно положить прям стручок острого перца, но у меня его нету, поэтому я добавлю немного сюда хорошей такой остренькой аджики, чтобы придать остринку данному супу. Перемешаем. И еще приблизительно 20 минут на среднем огне все еще проварим, чтобы картошка была готова. В общем, варим до готовности картофеля. И давайте же попробуем все на соль. Ой, какой насыщенный. Чуть-чуть мне здесь солюшки не хватает. Ой, какой вкусный наваристый бульон с бараниной получился. Кстати, не любите баранину? Делайте на говядине. Тоже будет очень вкусно. Картошку я попробовал, она сварилась. Теперь добавляем сюда зелень. Зелень по вкусу. Я добавлю сюда укроп, петрушку и кинзу. И здесь перемешаем ее. Можно дать настояться бульону еще приблизительно полчаса. Но я хочу отведать сразу же. Берем обязательно кусочек баранинки. Берем вот этот наваристый бульон. И это получается максимально вкусно. Хочется уже побыстрее попробовать. Руки, правда, замерзли. Вкусный суп. Первым же делом я пробую бульон. О, вот немного остренький, друзья. Я правильно сделал, что добавил сюда аджичку. Посмотрите, картошка. Она мягкая, она хорошо разламывается. Вот я и попробую картошечку. Ой, класс. Друзья, и попробуем мясо. Его, конечно, тут сложно. Его надо было на маленькие кусочки. Но оно мягкое. Вот, посмотрите, кусочек мяса я отломил. Свободно. Вот тут, конечно, пленочка попадается. Ой, зеленушкой, с морковушкой. Очень вкусно. Очень вкусный, питательный суп. Друзья, всем огромное спасибо за просмотры. Обязательно пальцы вверх. Обязательно напишите, как же у вас называется такой суп. Я назову его шулюмом. Ну а как вы мне напишите в комментариях, я посмотрю. Ой, всем до новых встреч, до новых видео. Пока.